Так, вот смотрите, у меня осталось 2 шарика. Было больше, но я их дарю. В общем, отправила уже посылки. Вот осталось 2. С этими самыми накидками. Вот такой у меня беленький в серебре, видите? Я не знаю, накидка, накидушка, паутинка вот назвать. В общем, вот такой вот у меня светленький. И золотой. В смысле, шарик-то красный, а вот эта паутинка белое с золотом. Вот такие 2 пока вот остались. И, значит, сегодня так вот такие 2 у меня, видите, есть. И хочу сделать что-то похожее, но немного другое в этот раз. В синий с серебром. У меня есть вот такой белый шарик. Вот хочу его, в общем, украсить. Итак, для того, чтобы оплести шарик. Шарик у меня вот такой, 6 сантиметров. Горлышко, видите, вот узенькое у него. Мне понадобится бусинки 3 миллиметра, 4 миллиметра, в моем случае вот такие синие и вот такие серебряные, 5 миллиметров. Капельки у меня тут 2 разных, вот сейчас покажу. Ну, это я буду выбирать потом, я экспериментирую сейчас, поэтому мы сообразим потом по ходу дела, какие использовать, или может быть и те, и те. Далее бисер стеклярус, вот такая рубка у меня тут есть, и стеклярус, вот. И еще я взяла вот такие вот пришивные эти кристаллы. Посмотрим. В общем, вот они такие. Они стеклянные, вот в них 2 дырочки. Вот видите. Ну, посмотрим, может их тоже использую с этими, с капельками. Посмотрим. Итак, бусинки у меня тут и стекло, и пластик. Вот эти пластик, вот эти пластик. Бисер у меня китайский, потому что у меня такой самочеллендж использовать... Ну, в общем, китайский бисер, китайскую рубку и бусинки, которые, ну, вот, как бы лежат, в общем. Итак, для оплетки сначала сделаем такой набор. Бусину 3 миллиметра и 3 бусины 4 миллиметра. И я это спущу вниз и пройдусь еще раз, то есть замкну это в кольцо. Замкну это в кольцо. Так. И завяжу. Так, теперь мне нужно пройтись и выйти из бусинки из 4 миллиметров вот напротив вот этой троечки. Вот так, видите? Вот так. 5, 2 четверки и 1 троечка. Вот так. И вставляем иголку вот сверху вниз в 4-ю бусинку. Вот так. Подтягиваем. Получается, видите, вот так. Теперь укладываем нитку поверх бусинки 5 миллиметров и проходим в бусинку 4 миллиметра. Вот так. И подтягиваем. Здесь нужно подтягивать без фанатизма, но все же, чтобы плетение не было расхлябанным. Вот. Слишком затягивать все это не стоит, потому что оно может стоять колом. Нам этого не надо. Дальше. Теперь набираем опять 5 миллиметров, 2 четверки, 3 миллиметра. Вот они. И проходим опять 4-ю сверху вниз. Вот так. Вот. И подтягиваем. Подтягиваем и укладываем поверх. Сейчас еще одну наберем. Видите, вышли. Набираем 5, 4, 4, 3. Вот. И проходим в 4 миллиметра сверху вниз. Вот так. Проходим и подтягиваем. И укладываем ниточку вот так поверх пятерки. Вот так. Видите, как у нас получается? Вот будет такой круг. Сейчас нам нужно сделать
так, чтобы вот этих 5 миллиметров было 8 штук. И я вернусь к вам. Итак, вот смотрите, вот сделала я 8 наборов, 8 бусинок у меня синеньких. Вышло вот из этой бусины, вот, да. Теперь смотрите, я прохожу, нам нужно закрыть кольцо, я прохожу через вот эту бусину. Так, теперь набираю бусинку 3 миллиметра, вот, и прохожу вот с другой стороны, видите, вот так. Просто закрываю кольцо, получается крестик набираю. Здесь нам нужна бусина 4 миллиметра, вот набираю 4 миллиметра, прохожу вот так. Так, вот получается вот так вот. Сейчас пройдусь по этому крестику еще раз, его просто закреплю. Так. Вот так. В общем, вышла я вот из-за, получается, боковой как бы бусинки, вот она. Сейчас я хочу пройти в 3 миллиметра, затем в 4 и в 5 миллиметров, вот. И затем и в 4, вот так. Видите? Так, теперь мы сейчас сюда вставим бусинки по 5 миллиметров. Вот сюда и туда. Смотрите. Вот один. И вот два. Вот так. Ну вот. Получилось вот у нас колечко. Вот я его даже, может, немножко затяну. Расслаблю чуть-чуть. Чуть-чуть расслаблю. А на этом этапе хорошо бы его примерить на наш шарик. Вот мой шарик. Сейчас я его, видите, примеряю. Пролазит, пролазит. Прекрасненько. Видите, надевается. Все хорошо. Теперь я сейчас буду делать крестики из-за 4 миллиметров. Смотрите. 2, 3. Так, вот так вот. Прохожу в 5 миллиметров. Вот смотрите. Прохожу в 5 миллиметров. И набираю 1, 2, 3. Прохожу с другой стороны. Вот так. Вот. Получился крестик. Теперь прохожу в следующую. И набираю какую бы нам вариацию-то сделать, другую немножечко, да? Так, чтобы нам тут придумать. Давайте так, 1, 2, 3. Вот так сделаем. Вот так. Так, чтобы поинтереснее было, да? Что-то. И вот так. Сейчас будем смотреть. Вот так. Видите, получается у нас. Ну вот, теперь вот такими наборами пройдемся до конца. Так, ну смотрите. Вот прошли, сделали. Теперь вот вышла я из 5 миллиметров. Сейчас я хочу выйти из вершинки вот 4 миллиметра. Ну, давайте этот 2, смотрите, 2 рубки, бусинка, 2 рубки, бусинка. Вот так вот будем делать. Вот так. Вставляем сюда. Ну вот. Вот сейчас такие арочки будем делать и норм. Итак. Так, ну что, смотрите. Вот сделала я вот эти арочки. Вышла из бусинки 4 миллиметра вот отсюда. Смотрите. Теперь я хочу сделать крестики вокруг. Вот. Я буду делать крестики. Смотрите, вот так. Бусина, бисеринка, бусина, бисеринка, бусина, бисеринка, бусина, бисеринка. Вот так, смотрите. Вот. Набор. И пройду с обратной стороны. Так, смотрите. Вот так. Вот такой крестик получается, видите? Теперь мне нужно пройти по дуге. Следующий. Вот.
Давайте сделаем 5. Вот, 5 бисеринок. Вот. И вот так вот с другой стороны выйдем. Вот. Здесь у нас будет просто вот так. Вот так. Видите? Ну все, теперь повторим набор. То есть крестик, вот такой вот кружочек, как бы, да? Крестик, кружочек, вот так вокруг пройдемся. Так, ну вот смотрите. Я вышла из вот этой голубой бусины, сделала набор бисерина, стеклярус, бисерина, бусина, 8 миллиметров бисерина, стеклярус, бисерина, и прошла вот в следующую бусинку. То есть сейчас такими вот арками крупными соединим вот здесь. Так, вот смотрите, вот прошлась я здесь по кругу, да? Вот, и вышла опять из вот этой крупной бусины, да? И следующий набор все то же самое, только вместо 2 стеклярусов 3. Вот. Предсказуемо, да? И все, и проходим вот сюда. Следующую бусинку. Нитку я надставила, потому что нитки, конечно, не хватает. Вот, смотрите. Получается вот так. Вот она, следующая арка. Ну вот, проходим так опять по кругу и вернусь к вам. Дальше решим, что делать. Так, ну вот смотрите, когда я прошлась, вот это вторые арки сделали, смотрите, как получается. То есть вот так. Сейчас я вот думаю добавить что-нибудь еще вот сюда, вот в эти вот крупные проемы, так сказать. Может быть, сюда даже что-то. Капли. Капли я вот буду делать. Два варианта у меня будет. Вот такие капельки, вот такие. Буду использовать вот такие бусинки, я думаю. И буду делать же вот, вставлять еще вот элементы вот сюда. Бисер, стеклярус, бусина, 3 бисерины, капля, да? Теперь опять 3 бисерины. И возвращаемся, смотрите, назад. То есть пропускаем вот эту каплю, 3 бисерины пропускаем, возвращаемся только в бусину. Вот. Да? Ну, тут нужно примеряться, у кого какая. Да. И берем опять стеклярус и бисеринку. И вот входим в бисерину с другой стороны крупной бусины. Вот здесь немного подтягиваем аккуратненько. Ну, вот видите, получается вот так, капелька. Теперь здесь у нас будет чуть-чуть по-другому. Будет бисерина, стеклярус, бисер. Ну, так, бисеринка нам не нужна. В общем-то, бусинка. Вот эта капля. И стопорная бусинка. Вот так. Вот так. Теперь, опять же, пропускаем стопорную бусинку. Заходим в каплю. Эти капля другая. У нее отверстие по длине, а не по ширине. Получается. Подтягиваем. Набираем еще один стеклярус. Бисеринку. Так. Так, ну, смотрите. Вот сделала я капли, чередуя. Да? Вот так. Теперь я хочу вставить элементики вот сюда. И вот этот элемент будет выглядеть вот так. Вот он. Сейчас мы его вместе сделаем. Вот вышла я из вот этой бисеринки. Вот. Теперь набираю бисеринку, стеклярус, 3 4-миллиметровых бусинки, стеклярус и бисеринку. Вот сейчас покажу. Вот так. Вот. И опять же этот набор нужно подбирать по размерам по вашим. Ну, у меня вот оказался вот такой. Смотрите, и прохожу вот в эту голубую бусинку. Вот здесь. Так, вот.
прошла. Вот видите, вот оно, вот здесь. Вот так. Теперь вот набираю бусину стеклярус, вернее бисеринку стеклярус, вот. И прохожу вот в эти 3 бусинки сверху вниз. Вот так. Видите? Вот. Теперь нам нужно набрать стеклярус, бисерину и войти в вот эту вот бисеринку вот здесь. Видите, стеклярус, бисерина, стеклярус, бисерина. Так вот в эту бисеринку я хочу войти. Ну и дальше по дуге. Вот так сейчас покажу. Так. И получается вот так. Вот он элемент. Вот. Вот такой элементик. Ну все, сейчас я сделаю еще 3 таких. Вернусь к вам и будем добавлять капельки, наверное, вот сюда. Теперь я... Смотрите, здесь я набрала стеклярус, 4 миллиметра бусину и бисеринку. Вот бисеринка стопорная, прошлась назад по бусинке 4 миллиметра, набрала еще один стеклярус и прошлась по 2 бисеринам с другой стороны. Делала я это украшение на шарик. Вот такая вот, так вот оно, видите, получилось. Так смотрится на шарике. Вот так. Видите? Ну так, понятно, сверху, да? Вот так. Ну вот, попробую на красный шарик. Белый не могу найти. У меня ребенок решила, что она главная по новогодним украшениям. И, в общем, украшает дом по своему разумению. Поэтому вещи отыскиваются в очень интересных, обнаруживаются в очень интересных местах часто. Ну вот смотрите, это шарик уже гораздо крупнее. Сколько он? Так вот, 8 сантиметров. Да, тот был 6, а этот 8. Ну, вот 8 сантиметров шар. Ну смотрите, она очень тоже хорошо на него ложится. И на такой шар, на мой взгляд. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам было это видео интересным, где-то полезным или развлекательным. И хочу все-таки сделать я еще одну оплетку, все-таки оплести вот этот золотой шарик. Вот, ну как золотой, сделать такую вот оплетку для золотых шаров, что ли. Еще у меня есть вот такие бусины. Вот, видите, они такие розово, как бы коричневые. У меня есть вот такие вот рисинки коричневые. И у меня есть вот эти вот золотистые бусины. В общем, хочу их использовать. И вот, наверное, сделаю еще одну оплеточку. Хотела сделать еще пару таких как бы объявлений, что ли. Дорогие зрители, те, кто интересуется моими украшениями, хотели бы что-то приобрести или заказать, пожалуйста, пишите мне в личные сообщения на Инстаграм. То есть можете писать вот здесь в YouTube, можете писать на личные сообщения в Инстаграм. Ну, то есть для такой более приватной, что ли, переписки, пожалуйста, давайте будем переписываться в Инстаграм. Вот. Номер WhatsApp я даю только людям, которых я уже, ну, как-то знаю более-менее, с которыми я общаюсь. Вот, потому что WhatsApp, мой телефон, у меня один номер. Вот, то есть это мой личный номер. Вот, и я его просто так везде, ну, не пишу. Я думаю, это понятно. Вот. Если у нас с вами пойдет какой-то разговор, и, в общем, то тогда можно будет обменяться и WhatsApp.
Хотя в Инстаграме, вот если вы, кстати, просто вот не пользуетесь личными сообщениями в Инстаграм, там очень удобно, потому что там можно слать так же, как в WhatsApp, и видео, и сообщения, ну и просто понятно, что этот разговор идет исключительно на украшательную тему. Надеюсь, это видео было вам полезным, интересным, и до свидания. Увидимся с вами в следующем видео.